Предлагаю вам новую модель спортивные пинетки, но в этом случае я выполнила для девочки, так как цвет розовый. Серый цвет нейтральный, если розовый заменить на голубой или на синий или на какой-то другой мальчиковый цвет, то это уже будет для мальчика. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. В первую очередь хочу поблагодарить вас всех, подписчиков и гостей, которые заходят ко мне на канал. Я очень рада, что вы пишете мне сообщения. Я очень рада, что вы ставите лайки и дизлайки. Да-да, дизлайки тоже. Они помогают в продвижении моего канала. Я постараюсь и впредь находить время, так как у меня его не очень много, я работаю, уделять вам внимание для того, чтобы показать вам свои новые работы, свои новые изделия, которые я сделаю. Возможно, вас удивлю чем-то новым. А сейчас я хочу представить вам другую новую модель. Спортивные пинетки с рельефным верхом. Что интересно, они выполнены из недовяза, из уже использованных ниток. Пинетки не маленькие, на двойной подошве 12 сантиметров. Это уже для малыша, который бегает, очень хорошо ориентируется, и их можно использовать как домашние тапочки. Немного о материале. Нитки очень интересные в плане том, что они не новые. Это был недовяз. Связала одну сторону, одну пинетку и использовала полностью нитки вот такого прекрасного розового цвета. Пришлось распустить и придумать вот такую модель. Будут использованы два цвета, серый и розовый. Внутренняя подошва, посмотрите, серого цвета, а внешняя розового. Одна часть связана серым цветом, верхняя часть связана розовым цветом. Пряжа не тонкая, но и не толстая. 500 граммах, 1125 метров. Это примерно 112-113 метров в 50 граммах. Ножницы, два маркера, чтобы наметить переднюю часть пинетки. 3 крючка. Крючком номер 225, необычный номер, но он есть. Можно других фирм тоже купить. Это китайский крючок. Я вязала только подошву. Крючком 2,5 я вязала полностью все изделие. Крючком маленького размера для того, чтобы поднять тонкие петли, спрятать хвостики и так далее. Люверс. На каждую пинетку мне понадобится 6 штук, на каждую сторону по 3 штуки. Черные, 4 миллиметра, металл. Под люверсы такого размера мне понадобятся щипцы специального размера. Вот именно под номер 4. Фетровая стелька, которая будет располагаться между двумя подошвами. Итак, я приступаю. Подошва у меня уже связана. У меня будет двойная подошва и плюс прослойка. Будет выглядеть это таким образом. Это внутренняя подошва, прослоечка и внешняя подошва. Вот таким образом. Будет как слоеный пирожок. Начну вязать я с подошвы темного цвета, серого цвета. Это будет внутренняя сторона. Подошва связана из 17 воздушных петель. По окончанию работы у меня составило 72 петли. Подошва состоит из 4 рядов. У меня на канале есть несколько видео по вязанию такой подошвы. Задавали вопрос, почему несимметрично одна сторона с другой. Все очень просто. Я начинаю сбоку. Я начинаю вот с этой стороны. Поэтому вот с этой стороны сначала будет меньше количество петель, чем с другой. Самый первый ряд у меня нулевой ряд, потому что это еще подготовительный ряд для того, чтобы перейти на основной бортик. Сначала лицевой стороной располагаю подошву к себе таким образом, чтобы наметить точку на пятке, откуда я начну вязать. Я вяжу с пятки, вот именно с задней части пинетки. Вкалываю крючок, разворачиваю вязание. И в рядом стоящую петлю можно оттянуть вот так, чтобы видеть. Вкалываю в следующую петлю крючок, чтобы у меня образовался вот такой уголок. Беру нить розового цвета. Это будет очень хорошо видно сейчас. И провязываю вместе. Закрепляю. Вторая петля станет у нас первой, а рядом стоящая петля будет второй. Провязываю вместе. Вторая петля становится первой, рядом стоящая петля, вновь уголок. Провязываю вместе столбик без накида.
Так мне нужно провязать полностью весь ряд. Для удобства я провязала несколько петель, чтобы вам четко было видно этой стороны. Каждая петля задействована. Это у меня получается. Если я провяжу до конца, у меня также останутся 72 петли. Поворачиваю ребром. Посмотрите, что здесь. Петли остаются открытыми. Вот они. К этим петлям я буду привязывать свою вторую подошву. Теперь разворачиваю на внутреннюю сторону. И вот у нас получается открытые петли. Эти петли как раз мне нужны для того, чтобы связать бортик. Такой ряд я называю нулевой ряд или подготовительный. Вы можете выбрать сами для себя, как это удобно. Я провяжу этот нулевой ряд до конца и покажу вам следующий этап работы. Мини-бортик готов. Я провязала все петельки. Вот у меня нету нигде пропусков. И теперь перехожу на нить другого цвета. Вот этот хвостик у меня выйдет наружу. Выведу его немножко дальше, чтобы при ввязывании второй подошвы он мне не мешал. Этого достаточно. Теперь перехожу на нить другого цвета. Первая петля. Делаю петельку, провязываю вместе, закрепляю. И из этой же петли вывязываю вновь петлю, для того, чтобы все петли у меня остались. Все 72 петли. Хвостики вяжу в вязание. Один хвостик отрежу. И перехожу на нитки уже серого цвета, столбиками без накида. Я приступила к вязанию уже основного бортика. Мой бортик будет состоять из 5 рядов. 4 ряда будут провязываться без изменения, не убавляя и не прибавляя петель. 5-й ряд будет немножко изменен. На мысе я буду убавлять 4 петли. Я провяжу 4 ряда в высоту моего бортика и покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала 4 ряда моего бортика и приступила к 5-му ряду. 5-й ряд примечателен тем, что я буду на мысе убавлять 4 петли. Для этого я маркерами отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Я складываю подошву по вот этой первой косичке, по воздушным петлям, вот так ровненько. И намечаю 20 петель, которые должны у меня быть в середине. Маркеры должны быть симметричны друг другу. Расправляю. Я уже начала вязать, так как вот эти петли, столбики без накидов, вяжутся без изменений до маркеров. Провязываю еще несколько петель, снимаю маркер, провязываю столбик без накида под маркером и начинаю убавлять. Я буду убавлять за переднюю долю. Вот таким образом. Первая петля и вторая петля. Только за половинки. Провязываю вместе столбик без накида. Промежутки между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3, 4. Следующее убавление. Вот таким образом. Провязываю вместе столбик без накида. Этим самым я сделаю закругление на мысике. Вот оно. Закругление, видите, если под 90 градусов взять, вот это вот как раз убавление 4 петли дает симпатичное закругление. Провяжу до конца этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, бортик готов, он состоит из 5 рядов. Последний ряд с закруглением, убавила 4 петли. Посмотрите, какой симпатичный закругленный мыс. Теперь я остановилась на самой последней петли, хочу вам показать, как я закрываю. Завожу нить вовнутрь, подхватываю эту петлю, вытягиваю ее, отрезаю. Но у меня получается половинка петли. Чтобы петлю не потерять, я ее сформирую. Чтобы у меня петля не растягивалась, я ее прихвачу немножечко, чтобы она в процессе вязания у меня была ровненькая, такая же, как и предыдущие петли. А потом ее в следующем ряду вяжу вязание. Бортик готов. Так как у меня в начале вязания было 72 петли, после того, как я убавила 4 петли наверху, у меня должно остаться 68 петель. Теперь я приступаю к следующему этапу работы. Итак, я наметила маркерами центральные 34 петли. 34 петли это на мыс, на увеличение мыса и на продвижение к маркерам. Мысик мой будет состоять из центральных 6 петель. Начну я это вязать розовым цветом. Я буду вязать не за полную петлю, а за половинку. 34 минус 6 центральных петель это будет 28. 28 петель это на 2 стороны. Значит, делю на 2. 28 поделить на 2 будет 14. С 15 петли начинаю вязать. Отсчитываем. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. С 15 петли с середины. Это получается за заднюю половинку буду вязать. Буду вязать нитью розового цвета. Закрепляю. И из этой же петли вывязываю вновь полноценную петлю. 1, 2, 5 и последняя 6. С другой стороны у меня должно быть 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ровно 14. Продолжаю вязание. Также из середины петли делаю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 6 и новая петля, 7 петля. Точно так же с этой стороны из середины петли подхватываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание. С лицевой стороны уже хорошо видно первая петля и вторая петля. Так как я прибавляю петли, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 7, 8. У меня уже 8 петель. Я планирую свой мыс из 10 петель. Значит, мне нужно прибавить еще 2 петли. Я это сделаю самостоятельно, так как это точно такая же работа, как я сейчас проделала. И покажу вам следующий этап работы. Ну вот, нужное количество петель я набрала. Оно мне составляет 10 петель. И теперь петли по центру мыса я прибавлять не буду. Ширина мне нравится. Я планирую только продвигаться наверх. Все точно так же. Беру парами первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Нитью перекрываю первую петлю. Вторую петлю пропускаю. И начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 9, последняя заключительная 10. С другой стороны. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И здесь уже с лицевой стороны очень хорошо видно первая, вторая и третья. Я начну вязать с третьей петли. 9 и 10. Вот таким способом мне нужно провязать до маркеров. Я провяжу это самостоятельно, не забывая, что я буду брать не за полную петлю, а за половинку, за заднюю часть петли. Мы повстречаемся тогда, когда мыс будет готов. Ну вот, посмотрите, мысик готов. Я довязала до маркеров, у меня не осталось ни одной петли. И теперь я приступаю к вязанию язычка. Язычок у меня будет немножко шире. Если у меня сейчас 10 петель, то я хочу, чтобы у меня было на язычок 12 петель. Для того, чтобы зазор, вот этот запах, он был побольше, чтобы язычок был пошире. Я из первой петли провяжу одну дополнительную петлю и из последней. 10, 11 и 12. Петля подъема, разворачиваю вязание. 1, 2, 11 и последняя 12 петля. Для подъема. Маркеры снимаю, они нам больше уже не понадобятся. Я считаю язычок вместе с мысом. У меня должно быть 12 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Это значит, мне еще осталось 4 пары. 8 рядов, если считать по рядам. Я провяжу эти 8 рядов самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, язычок тоже готов. У меня полных 12 пар. Это 24 ряда. Теперь я его обвяжу. Начну обвязывать вот с той первой петли. Самая первая и потом будет самая последняя петля. Одновременно хвостик ввязываю в вязание. Мне нужно обвязать язычок, чтобы он был ровненький. Выхожу на верхнюю часть
И с первой петли провяжу еще одну петлю, чтобы вязание не стягивало. Вот так. Я обвяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Я приступаю к вязанию задней части пинетки. Меня попросили рассказать, сколько петель у меня остается на заднюю часть пинетки. Когда я связала подошву, у меня было 72 петли. Когда я связала бортик, у меня было уже 68 петель, так как я впереди убавила 4 петли. Когда я начала вязать мыс, я взяла 34 петли. 68 минус 34 останется ровно половина. Осталось 34 петли. Но мне этого мало для задней части пинетки, так как мне нужен вот этот запах, чтобы не было зазора между боковинками и краем язычка каждой стороны. При вязании передней части пинетки у нас остались полупетли. Мне нужно с каждой стороны сейчас на данный момент 3 петли. С этой стороны 3 петли и с этой стороны 3 петли. Значит, 34 плюс 6 будет 40. В данном изделии я буду начинать заднюю часть пинетки из 40 петель. Отсчитываю. Первая полупетля, вторая и третья. Вот она. Закрепляю. И из этой же петли начинаю вывязывать первая, вторая и очень маленькая третья петля. Она очень затянутая. И я перехожу на полные петли. Одновременно ввязываю хвостик и буду провязывать за полные петли полностью весь ряд столбиками без накида. С этой стороны мне нужно точно так же захватить следующие 3 полупетли. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала первый ряд и приступаю к следующему, второму ряду. И во втором ряду я буду убавлять по одной петле. Это для того, чтобы сделать скос. Первую петлю я пропускаю, начинаю вязать со второй петли. Также продолжаю вязать столбиками без накида, без изменений. С этой стороны я петлю убавила, значит мне нужно убавить с этой стороны тоже одну петлю. С этой стороны предпоследнюю петлю пропущу, последнюю петлю провяжу. Значит, из 40 петель уже будет минус 2. Это будет 38 петель. Для вывязывания вот этих трапеций и промежутка между ними мне нужно 37 петель. Значит, в третьем заключительном ряду я убавлю на пятки одну петлю для того, чтобы у меня осталось 37 петель. Беру вот так, складываю ее пополам, намечаю середину и как раз на серединке пятки убавлю одну петлю, для того, чтобы у меня было в вязании всего 37 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я связала 3 ряда в высоту, убавила одну петлю и у меня осталось 37 петель. Теперь я приступлю к вывязыванию вот этих вот трапеций. Сначала маленькие трапеции, начиная с маленькой, потом вот это, а уже потом будет вот это. Трапеция состоит из 7 петель столбиками без накида. 1, 2, 6 и 7. Петля подъема. Разворачиваю вязание и с внутренней стороны убавлю одну петлю. Не буду провязывать первую, начну вязать со второй. 1, 2, 3, 4, 5. Петля подъема. Разворачиваю вязание, петлю пропускаю. 1, 2, петлю пропускаю и 3. Петля подъема, петлю пропускаю и провязываю последние 2 петли. Закрепляющая. И вот у меня трапеция. Теперь я приступаю ко второй трапеции. С другой стороны, таким же способом, с изнаночной стороны 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6 и 7.
Я это сделаю самостоятельно и покажу вам заднюю часть пинетки. Трапеции связала, они аналогичны друг другу. Теперь приступаю к задней части пинетки. Задняя часть будет темная у меня трапеция, и буду я начинать с лицевой стороны для того, чтобы сделать вот такой выступ. Интервал между трапециями будет составлять 5 петель. Задняя часть трапеции будет составлять 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петли начинаю. Провязываю вместе. Буду брать за полную петлю. Вот так. Так мне нужно провязать 13 петель, и интервал между трапециями должен составлять 5 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала 13 петель, интервал между трапециями 5 петель. Петля подъема. Теперь разворачиваю вязание, и чтобы трапеция была симметрична, с каждой стороны буду убавлять по одной петле. Мне нужно провязать 4 ряда, и по окончанию работы должно составить 7 петель. Петлю пропускаю и последнюю петлю провязываю. Так как она тонкая, я использую крючок меньшего размера. Так я буду делать в каждом ряду, в лицевом и в изнаночном. Вот это уже лицевой ряд, петлю пропускаю и так далее. Вот что должно получиться. Последние 7 петель. Мы повстречаемся тогда, когда трапеция будет связана. Итак, все трапеции связаны. Вот достигла точно такого же эффекта, как на первой пинетке. Все классно получилось. И теперь мне нужно обвязать полностью пинетку для того, чтобы подготовить для вывязывания дырочек для шнурка. Теперь я буду использовать еще одну половинку петли. Закрепляю и начинаю обвязывать полностью всю заднюю часть. Теперь посчитаю, сколько у меня на боковинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эта петля не считается. И вот она 9. Из одной петли 2. Вот последняя петля не считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На боковинку должно быть 9 петель. Ориентируйтесь, чтобы с этой стороны у вас было точно так же. Я обвяжу самостоятельно пинетку, заднюю часть, и покажу вам следующий этап работы. Так, пинетка обвязана. Вот так она выглядит со всех сторон. Теперь буду формировать дырочки для шнурка. Я сделала небольшую петельку. Нить у меня с лицевой стороны, с изнаночной стороны. Подбираю также последнюю полупетлю. Подбираю эту петельку и провязываю вместе. Я не закрепляю, чтобы не было узла. Сразу начинаю формировать столбик без накида. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, промежутки между петельками 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, и я на вершине. Я сформировала 3 петельки для шнурка. Также обвязываю полностью все мое изделие, заднюю часть. Вот посмотрите, какие петли у меня получились. Первая, вторая и третья. Обвяжу до конца и сформирую с этой стороны точно так же. Буду ориентироваться на то, что у меня последняя только одна петля, только один столбик без накида. На вершине одна петелечка, дырочка вернее для шнурка, и последующие 2 с интервалом 2 петли. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, я обвязала полностью изделие, сформировала петельки с 2 сторон для шнурка. Теперь закладываю нить с внутренней стороны. И вот та первая петля, которую мы использовали, я буду ее использовать вновь. Теперь я буду укреплять мои сформированные петли. Точно так же вытягиваю просто петлю на лицевую сторону и начинаю обвязывать свое изделие. У меня была первая петля столбик без накида, потом дырочка для шнурка, 2 воздушные петли, из нее также вывязываю 2 столбика без накида, интервалы между дырочками 2 столбика без накида и так далее.
И я на вершине. Получились укрепленные дырочки. Они растянутся на ту величину петли, которую вы сформируете. Если вы вяжете слабо, то у вас и петельки будут, вот эти дырочки будут побольше. Тогда есть смысл сделать не 2 воздушных петли, а 1. Итак, я провяжу это до конца, отрежу нить и уже буду украшать свою пинетку нитками другого цвета, пряжи другого цвета. Ну вот, пинетка полностью, задняя часть обвязана, и мне остается еще сделать вот этот декор. Буду это делать соединительными петлями с изнаночной стороны. И буду обвязывать соединительными петлями с изнаночной стороны. Вот этот кант играет в данной ситуации двойную роль. Самая важная роль — это укрепление края пинетки. Ну и вторая роль — это украшение. Буду это делать соединительными петлями не очень свободно и не очень туго. Посмотрите, какой становится край толщенный, он не тянется. Одновременно укрепляются вновь дырочки для шнурка. Красиво, плотно и не растягивается. Я сделаю эту работу до конца и покажу вам, как я соединяю 2 подошвы. Ну вот, кант сделан. Но перед тем, как обвязывать подошву, нужно сделать вот этот кант, чтобы закрыть вот эти вот нехорошие линии, не очень такие симпатичные. Это делается соединительными петлями, но уже по лицу. Нить с изнаночной стороны. Немножко неудобно, но результат очень хороший. И не торопясь, друг за другом, соединительными петлями. Немножко неудобно, но результат очень красивый, очень хорошо получается. Он скрывает как раз вот эти вот неровности, И плюс укрепляет вот как раз вот эту часть пинетки, потому что мы брали не за полную петлю, а только за половину. Я это сделаю самостоятельно и уже потом покажу вам, как я обвязываю подошву. Ну вот, кант готов, намного лучше смотрится, на мой взгляд. Теперь осталась подошва. Ищу начало вязания и соединяю вот с этой точкой другой подошвы. Вот так. Пальцем прижимаю и намечаю крючком 2 полные петли. И буду обвязывать розовой нитью с лицевой стороны соединительными петлями. Друг за другом. Надо, чтобы петли были, обе петли с 2 сторон, я имею в виду 2 подошв, были полные, чтобы забрать полностью 2 части петли. Обвязывать нужно очень свободно, так как подошва еще не растянулась, еще не расправилась, чтобы не затянуть ее как бочоночек. Надо делать петли свободные. Вот посмотрите, какая платформа появляется уже. Вот этот черный кант, это от черной подошвы. Так как я первый нулевой ряд делала тоже розовой ниткой, поэтому вот так происходит красиво. Я провяжу это до конца закругления и покажу, как я вставляю вкладыш и как я провязываю вместе с вкладышем. Ну вот я довязала до закругления. Все вот нитки, которые у меня остались с пряжи, я ее аккуратненько раскладываю и вставляю аккуратно вкладыш. Теперь я буду аккуратненько обвязывать с вкладышем. Вот так. Постепенно вкладыш будет прятаться между подошвами, вставать на свое место, так сказать. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, подошва обвязана. Посмотрите, как она красиво смотрится. У меня остались 2 хвостика. Один вот с которого я начинала и вот который я закончила. Я их выведу в одну сторону. Вот так. Теперь разверну с изнаночной стороны, с внутренней стороны и попытаюсь найти как раз вот эту точку. Вот я ее нашла и выведу эти хвостики вовнутрь. Свяжу между собой. Первый узелок не очень плотный, не очень сильный для того, чтобы не деформировать петлю, а второй уже закрепляющий. И разведу эти концы между подошвами, спрячу. Вот так. Отрежу. Теперь у меня остаются люверсы. У кого нет люверсов, петельки для шнурков очень крепкие, очень стабильные. Но так как у меня есть люверсы, то я их использую, эти люверсы. Вот они. С другой стороны, с внутренней, стараюсь, чтобы ничего не мешало, чтобы никакие нитки не зацепились. Вот этой стороной плоской буду укладывать
как раз распределять на плоскую сторону, вот на эту. А вот с выпуклой стороной, вот с этой, как раз для того, чтобы распределить в разные стороны остатки металлические вот эти. Вот так. Вот посмотрите, что произошло. Металл мягкий и очень хорошо закрепилось. Со всех сторон распределилось, и люверс этот не отпадет. Я сделаю эту работу до конца и покажу вам готовую пару. Ну вот, пинетки готовы. В этой пинеточке отсутствует шнурок. Шнурок, конечно же, у меня связан. На моем канале есть вязание такого шнурка. Шнурок по цвету приобрести в магазине, обыкновенные шнурки. А можно связать самим. Чтобы вам было интересно, я его замерю. 26-52 сантиметра. Вот такой шнурок можно изготовить самим. Получается идеально. Вот такие красавцы у меня сегодня получились для вас. И я думаю, если вы вязали вместе со мной, то у вас получились точно такие же красивые пинеточки. Что примечательно, вот эта пряжа розового цвета, это был недовяз. Ну, я вот сделала вот такие чудесные пинеточки. И довольно-таки большие. Я уже их замеряла. Вот они почти на 12 сантиметров. Это для малыша, который умеет бегать. Я желаю вам здоровья, очень качественной, хорошей пряжи. Получайте удовольствие от вязания. Дарите свои изделия своим близким. Вяжите для своих внуков, правнуков, как мне уже одна написала женщина. Пишите сообщения, спрашивайте вопросы, если они у вас есть. Я отвечу на все вопросы, на которые смогу. До свидания, до новых встреч.